Я в этих глазах только увидел с этой булавой, я сейчас буду сводить с вами, сука, все счеты. Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум о статусе российской мовы, как второе официальное, второе национальное. А потом они вышли на 1+1 в передаче, по-моему, Мосейчук «Право на Владу». Он представлял свою команду. И когда я увидел, что за медицину отвечает Радуцкий, а Гетманцев великий налоговый экономический эксперт, я понял, что нам пиздец. И для меня это была не проблема. Здравствуйте, уважаемые зрители. Надоело мне буквально наблюдать в комментариях вот эту вот грызню. Петя, Зеля, Петя, Зеля, Петя, Зеля. Мне кажется, пришло время поговорить и об этом, высказать вам свою точку зрения, а потом по итогам того, как вы это прослушиваете, почитать ваши комментарии. Я буду максимально правдивым с вами. Я расскажу вам и свои ошибки в этом смысле, и свои ожидания, в общем, все свои соображения. Давайте начнем с Порошенко. Давайте вообще сделаем несколько шагов назад и поговорим изначально об этой ситуации. А ситуация была такова. Был Майдан, на котором был и я. У Порошенко тогда был рейтинг где-то 5-6% президентский. Ну, то есть это как бы много, если смотреть на это глобально, но не для того, чтобы реально претендовать на президентство. Ты просто при таком рейтинге являешься масштабной политической фигурой. Дальше случился Майдан. Дальше случились очень много интересных событий. И вот как нам поведал Константин Бедовой, он передал то, что ему сказал Артур Палатный, это приближенный Кличко, что Кличко продал там за 150 миллионов долларов партии «Удар». Короче, очень сложный механизм. Подробности вы можете послушать на моем канале, прослушав этот подкаст с Константином Бедовым. Я не являюсь свидетелем тех событий. Но мы тогда с вами знаем, и вся пресса это освещала, что произошла некая встреча в Вене, в которой участвовал Фирташ, то почему она в Вене происходила, потому что он не выездной, которая перевернула все с головы на ноги, и рейтинг Порошенко резко возрос на 50+. То есть Кличко отошел в сторону, все поделили, что он будет мэром Киева, и вроде как бы все нормально. Тогда случилось АТО, и происходили очень страшные события. Включаешь новости, включаешь YouTube. Россия, Россия. И город за городом отжимаются наши города на Донбассе. А дальше включился Харьков. Вы помните, когда Кернес там себя двояко как-то вел, но еще на тот момент его не подстрелили, и Харьков очень серьезно зашатался. Вот тогда я вам скажу, я по-настоящему, что я прожил в Киеве почти всю жизнь, тогда по-настоящему я занервничал, когда уже в Харькове начало шататься. Это 2014 год получается. Что происходит дальше? Дальше выборы президента Украины нам начинают рассказывать однотуровый. То есть голосуйте за Петра, потому что страну потеряем, нужно, ну, в общем, кроме Порошенко, безальтернативно. Я вам честно признаюсь, я не голосовал тогда за Порошенко. И объясню вам почему. Потому что когда ты занимаешься бизнесом в городе Киеве, как это делал я, ты все равно в теме политики, я в принципе этим очень давно и глубоко интересуюсь, я прекрасно понимал, кто такой Порошенко. И когда я увидел это «Жити по-новому», зная все лицемерие и двуличность этого человека, это волк в овечьей шкуре, правда, кто еще его за овечку считает, я не знаю. Значит, и этот волк или волчара всю свою аудиторию грамотно развел. Но произошел феномен. Обычно нас как? Развел, разоблачили, до свидания. Развел, разоблачили, до свидания. И с Зеленским так будет, но это я скажу, забегая наперед. А здесь развел, разоблачили, и дальше зачарованные, очарованные бегают. Так вот, впервые в истории Украины в одном туре Порошенко становится президентом нашей страны. Дальше включается тема «Армия мова віра», но говоря про «Жити по-новому», помните этот скандал с записью Александра Онищенко, был такой народный депутат, мерзавец просто редкой масти, бандюга бывший, который на часы записал Порошенко, который ему рассказывал, куда деньги заносить. Ну, то есть конкретная кэш. Понимаете, когда по Верховной Раде гуляет кэш, дальше можно уже ни о чем не говорить. То же самое, повторяю, сейчас будем об этом продолжать разговор, произошло и при Зеленском, только чуть в других масштабах. Точнее сказать, чуть-чуть в другом формате. Это первое такое, то, что просочилось в прессу. Потом были Гладковский, вот этот Свинарчук, что творил Кононенко. То есть, понимаете, Кононенко такой прообраз Ермака. Только Кононенко, сомневаюсь, что работал на Российскую Федерацию. Он работал только на свой карман, так же, как и Свинарчук.
И происходило все это безобразие. Про Томас я уже анонсировал на стримах, я когда-то отдельно расскажу. Очень хорошо знаю, кто, как привозил этот Томас. И если вы человек, вот я обращаюсь к православным, если вы человек, который верит там, в Бога или во что-то еще, вы, если узная эту информацию, вам еще этот Томас будет нужен, тогда у вас проблемы. Но, как я замечаю, к сожалению, у нас религиозные проблемы у большей части населения. Это не в обиду никому я говорю. Но я при этом прошу всех не забывать, что Украина это светское государство. И точка. Мова. Так Порошенко русскоязычный. Помните, сын его в футболке «Россия». Эта семья всю жизнь разговаривала на русском, на чисто русском языке. Как и сам Порошенко, и в бизнесе, и в быту. Когда включалась камера, начиналась политика, він ставав дуже україномовним. Вот эти отношения с Ющенко какие-то для меня непонятные, потому что Ющенко-то слабак, тюхтий такой, да. Но ты же видишь, что, кто такой Порошенко. Человек вообще не разбирается в людях, как и Зеленский. Кстати, это погубило Ющенко, это и погубило сейчас Зеленского. Но не Порошенко. Это чувак просто непотопляемый. Ну, удивительно живущий персонаж, конечно. То, что он начал делать, он нормально сдал власть, без вопросов. Там, никакого жесткого админресурса, никаких вот этих гадостей, никаких там раскачиваний лодки. Тут хвалю, молодец. И давайте вообще, я же пообещал быть справедливым, честным, я хочу отметить два момента, которые я даже не знаю, как произошли, но у Порошенко, вот представьте, при том, что я его презираю, как и Зеленского, он достиг двух вещей. Первое, как он любит говорить, позиция перша, вот эта фишечка у него. Так вот, позиция перша это безвиз, там это выгодно и Европе, они получили рабочую силу, но все-таки это сделал он, долго сражался, у него это получилось. И второе, тоже я об этом говорил, я не знаю, как они разрешили эту льготную растаможку для автомобилей с большим объемом двигателя. То, чего не было никогда, у нас машина могла стоить 50 тысяч долларов, там где-то в Америке или в Европе, и еще 50 тысяч отвали за растаможку. Как будто Украина самая богатая страна в мире, американцу достаточно заплатить там условных 7% налог или 6% налог с продаж, и машину в порту взять, растаможить, все сделать быстро, мгновенно, без проблем, дешево, то в Украине там 50% надо было доплатить, а я говорю, для машин с крупным объемом двигателя там под 100%. Порошенко это сделал. Что произошло? Это важно с экономической точки зрения. Хлынул поток автомобилей из Европы, из Америки, решился вопрос с евробляхерами. Не хочу сейчас эту тему затрагивать. Вот эти евробляхеры и тому подобное движения появляются только в странах, где есть изъяны в законодательстве, в данном случае в налоговом. Поэтому Порошенко это сделал. Хлынули машины, миллиарды долларов. Что такое машина? Вокруг автомобилей сразу развивается отрасль за отраслью. Во-первых, получили возможность купить автомобиль те, кто доселе этой возможности не имели, потому что в них хватало только на какой-то условный автомобиль украинского производства. Кстати, Васадзе закрыл свой завод, никакущий. Тема для другого видео, но вот эти все протекционизм, а давайте, а что ж такое делать, АвтоЗАЗ закрылся, 20 тысяч людей рабочих. В рынок и до свидания, или строить нормальные автомобили. И вот эта вот штука Порошенко, новый закон по растаможке автомобилей, это четко доказал. Люди себе купили такие, как они хотели, классные, нормальные автомобили, за вполне вменяемые деньги. Бюджет все равно получил свои налоги, наполнялся. А у нас же в Украине как? Бред этот. Заработал на машину, заплатил налоги, купил машину, заплатил налоги, дорожный сбор в каждом литре дорог нету, все разворовано, продал машину, заплатил налоги, чудак, который купил, заплатил налоги, короче, налоги, но сейчас не об этом. Потом дальше, значит, ее нужно где-то ремонтировать, а часто их привозили битыми, значит, станции техобслуживания, СТО, эти люди зарабатывают деньги, закупаются запчасти, идет движуха, создаются рабочие места, в конце концов стали больше заправляться, то есть это только всегда работает в рост экономики, чисто рыночная реформа. И я бы с удовольствием еще 50 минут вам здесь сидел, нахвалял Порошенко, но на этом все достижения, даже условные, заканчиваются. Армия Малавира это нечто, я это категорически не приемлю, но самое страшное, что сделал Порошенко. Вот эта мова, это открыт был ящик Пандоры, который никто себе не позволял никогда. Там работающий, на мой взгляд, на КГБ Фарион и Тягнебок когда-то пытались. Ну вот Тягнебок, Свобода зашла в Раду, если не ошибаюсь, 10 или 11% не набрали. Колоссальное количество людей завели.
обделались, ушли. Напоминаю, первый постмайданный генеральный прокурор Махницкий проворовался. До свидания. Партия Свобода, сколько? 1,5-2%. На этом национализм закончился. Ну, только Путин же так не считает. У него тут бандеровцы бегают. Вот вам национализм в Украине. 1,5%. То, что потом Аваков начал создавать там национальный корпус и все остальное, частную армию себе делать. Есть тоже отдельное видео. Заходите, смотрите на моем канале. Возвращаясь к языковому вопросу, которого не существует. Порошенко начал это муссировать. Хотя раньше он совершенно пел другую песню. И есть этому доказательства в интернете. Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум о статусе российской мовы, как второй официальной, второй национальной. Наберет он 30%. И что, это удовлетворит людей? Я вот уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по-другому действовать? Может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно, и тогда уже заниматься этим. Президент Росії Володимир Путін також позитивно оцінив рішення України про припинення вогню та підтримав конкретні кроки мого мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі. Потом он перекрасился. К чему я веду, чтобы вам не заморачивать сильно голову? Он это сделал, осознанно понимая, что он открывает ящик Пандоры ради политического рейтинга. Это такой человек, который ничем не побрезгует и завтра придумает вам новую проблему, чтобы только людей разделить, в то время, когда у нас случился АТО и вся эта история с аннексией Крыма и Донбасса, народ нужно было склеивать, нужно было говорить, что мы все Украина, да, не без проблем, но давайте объединяться. Неважливо, на якій мові хто розмовляє. Нет, он тему эту сделал, дровишек подкинул русской пропаганде и пошло-поехало. И сейчас... Боже, я поражаюсь. 2-3% комментариев пишут, а ти розмовляєш на російській мові, то через вас Путін прийшов війну в Україну робити. Просто нет слов. Это то, что меня побудило записать это видео. Вот эти комментарии. Я не воспринимаю парохоботов и зелеботов, но итоги я подведу в конце видео, обсуждая вот эти две касты людей, которые с прогнозом и оценком 80% всего населения Украины, или давайте будем говорить проще, граждан Украины, которые до войны проживали на территории Украины. Ну и даже берем тех, кто в Европе, потому что много зарабичан, тоже их сюда считаю. Участь Порошенко все равно будет плачевной, потому что Медведчук, я уже тоже, еще раз вам говорю, делал отдельные видео, заходите, смотрите. Медведчук все явки и пароли, все расписал, все схемы, придумать это невозможно, 30 раз все это проверено. Зеленский, вместо того, чтобы это публиковать сейчас, война не война, надо все делать правильно. Они решили это оставить с Ермаком для того, чтобы, когда начнется после войны предвыборный процесс, сбить Порошенко перед выборами, я думаю, они его даже посадят или попытаются, во всяком случае. Теперь переходим к Зеленскому. Извините, мои постоянные зрители, кто давно со мной, вот там сейчас 102 тысячи на канале подписчиков, много людей, которые подписались, когда было 10, 15, 20 тысяч, я уже рассказывал. Как только я увидел вот эти вот длинные столы, и когда, помните, канал они снимали для Ютуба, ну, технологически правильно, показывая, что там круглый стол, эксперты, у нас же так обожают это слово эксперты. Вот когда я за этим экспертным столом увидел Лещенко, я все понял. Мне уже больше тогда ничего не надо было. И те вещи, которые я, такой человек, я всегда учу этому вас. Извиняюсь, там может для людей постарше это покажется надменным с моей стороны, но поверьте, это не так. Дьявол кроется в деталях, всегда нужно учиться, пытаться читать между строк и это прохавывать. Так вот, Зеленский уже тогда показал на этих видосиках, что он ничего совершенно не понимает. И куда он идет, не понимает. И потом доказала ситуация с нашептывающим Богданом в ушко ему, куда это все привело. И Богдан, я тоже извиняюсь, что повторяюсь, на интервью Гордона рассказывал опытные бюрократы. У него самое часто, вот это 4-часовое интервью, самое часто встречающееся, повторяющееся словосочетание – опытные бюрократы. Вот эти опытные бюрократы и привели Зеленского туда, где оказался Зеленский и оказалась Украина. И где окажется Зеленский после войны? Посмотрите, где он окажется. Там, где и Порошенко. Так вот, после этих экспертных столов они начали делать, помните, вот эти вот баннеры. И люди подумали, что им что-то предлагают, что есть какая-то программа, есть какая-то идея. Они соврали, всех обманули, сказали, мы либертарианцы. Сказали это с расчетом, что 99% даже не знают, что это значит. Но есть у нас прогрессивные люди, которые, в том числе и я, знали, что такое либертарианство.
И как только они зашли в Раду, они сказали, что они социалисты. Ну, представляете, да, это как вчера быть маньяком-педофилом, а завтра одеть полицейскую форму и сказать, что я уже буду защищать таких, как сам. Примерно то же самое, да. Так вот, возвращаясь к этим плакатам, там было «Прийде весна, саджати будемо». И народ возбудился, класс, давайте. Потом Ли Кван Ю посадил дядю. Давайте представим, что пришла та самая весна, и он кого-то посадил. Но от того, что он кого-то посадил, скажите, пожалуйста, вы завтра можете самореализоваться лучше в своей стране. Вы можете бизнес построить более проще. Вам государство создало какие-то условия. Вы получили кредитование, то бишь финансирование вы получили. У вас корпоративное право появилось. У вас честные суды появились. У вас нормальная налоговая система появилась. У вас международные банки зашли, начали вас кредитовать. Я не знаю, перестали с гривной это играть, ввели евро или доллары в Украине. Все это произошло в Украине, если бы кого-то посадили? Нет, точно так же, как и сейчас, когда не посадили никого. Я никогда не был кровожадным в этом смысле. Я не сторонник никого ставить к стенке, если, есть исключение, если человек не связан с убийством других людей, то есть не искалечил кому-то судьбу, или если он не замешан в сепаратизме, то есть в госизмене. Вот это для меня такие есть табу. Все. Все остальное нужно, всю максимальную пользу извлекать для Украины. А потом они вышли на 1+1 в передаче, по-моему, Мосейчук «Право на Владу». Он представлял свою команду. И когда я увидел, что за медицину отвечает Радуцкий, а Гетманцев великий налоговый экономический эксперт, я понял, что нам пиздец. И для меня это была не проблема. Но перед этим было что? Перед этим была инаугурация Зеленского, и я знаю, кто-то плакал, у меня разрывался после этого телефон. Ты это видел? Это лучший президент в истории. А я там ничего не услышал. Я в этих глазах только увидел с этой булавой, я сейчас буду сводить с вами, сука, все счеты. Я заряжен кое-какими олигархами. Сейчас я буду делать все то, о чем мы договаривались. И он обещал закончить войну. Сделал еще парочку дурацких заявлений. А потом случилось это в Борисполе, да, розбійник вийде звідси. Потом он начал судорожно менять, по-моему, главы СБУ, таможенников, не понимая, что меняя фамилии хоть 45 тысяч раз в месяц, система остается прежней. И он понятия не имеет, как ее менять. И мой любимый пример, мелкий предприниматель, который имеет 2-3 точки где-то на рынках, или 2-3 мафа, ларечка, торгуя там сигаретами, пивом, шоколадкой и хлебом, больше разбирается, чем Зеленский, в принципе, потому что он знает все боли этого государства. Он нанимает людей, он платит налоги, он изощряется, как это все обойти, его все время бьют по голове с этим кассовым аппаратом, ставить, не ставить. Но Гетманцев — это отдельная песня. Уже, извините, не буду тысячный раз повторяться, куча видео отснял. Еще находясь в Киеве до политической эмиграции, рассказал вам, кто это такой, дал ему название «экономический диверсант». Потом это все у меня слямзили спустя полгода 1+1. На днях Бигус выпустил опять очередное расследование. А Зеленскому все нипочем. Климов, Поперечнюк организовали там и петицию, и все что угодно, предприниматели, что господин президент, уберите этого негодяя. Я его подозреваю в связях с ФСБ. Никому ничего не надо. 1000 доказательств про этого Сивковича, про все, никому ничего не надо. Потому что ему показываются бумажечки, сейчас за круглыми столами уже во время войны. С нас делают дураков, а Марченко, Гетманцев и Ермак, потому что это же все связано, он хороший, они хорошие. Президент ничего не понимает. А дальше были шашлыки, а дальше случилась война. Самое страшное, что было с нами в нашей истории, которой сейчас 32 года на данный момент. И я вам отвечаю, если бы Украина стремилась по-настоящему к капитализму, к настоящему экономическому успеху, сюда бы приехали международные инвестиции, а самое главное, внутреннего инвестора бы уважали. Потому что, поверьте, внутренний это... Да, нет столько денег у внутреннего инвестора, как у зарубежных в случае с Украиной. Но это важно, чтобы ты в своей стране мог самореализоваться, и ты чувствовал, что ты нужен этой стране. Случилась война, люди типа меня оказались кто в политической эмиграции, кто в поисках лучшей жизни, кто релокацию бизнеса произвел, там, как минимум в Польшу, кто-то еще дальше, кто-то в Америке даже начинает, кто-то там в Германии, Франции, Италии, где угодно, по всему миру. Вот что случилось. Кто-то пытается дроны строить, а ему не дают, потому что их не могут купить, потому что опять 1000 разных преград от этого стоит. Резников пакуется.
А потом выходит и говорит: президент сказал меня оставить, я остался ради моего президента. Просто кошмар и ужас. Про этого Ермака уже компромата, наверное, как ни про кого в истории Украины. Но никто не допустил того, чтобы журналист открыто про Ермака задал вопрос на пресс-конференции. До войны были попытки у Бутусова. Самое страшное, знаете что? Что Зеленский и Ермак сорвали операцию по вагнеровцам. И эти вагнеровцы насиловали, убивали и продолжают это делать на территории нашей страны. Они виноваты в этом. Но еще страшнее этого, то, что нас не то чтобы не предупредили о войне, нам просто нагло врали, так как это делали в 1986 году гомосоветикусы, вот это все твари. Когда рванул Чернобыль, а людей не предупредили, и люди потеряли жизни, здоровье, ужас, тоже страх, разрушение жизней. То же самое произошло сейчас, но я думаю в гораздо больших масштабах, просто в несоизмеримых. То есть Зеленский глубоко советский человек. И там когда-то его отец, никогда не трогаю семью, и сейчас отца не трогаю, прошу правильно расценивать, но его отец допустил очень большую ошибку. Он дал интервью, по-моему, стране UA, изданию. И я тогда прочитал очень внимательно это интервью, и я тогда понял, как воспитывался Зеленский. Они с отцом близки, насколько я понимаю и знаю. Все, я тогда понял, откуда это советское мышление. А давайте сделаем эту Мрию сейчас восстанавливать, 280 миллионов долларов, никому не нужную. А я это экономически обосновывал. Кому надо, приходите на стрим каждое воскресенье 20:00, еще раз расскажу. Значит, а давайте госавиакомпанию сделаем. Скорешился с Эрдоганом, вот это все подсматривал. И думал, что он, кстати говоря, очень сильно симпатизировал до войны Лукашенко. До Майдана в Беларуси очень открыто симпатизировал Лукашенко, игрался в Лукашенко. Ведь все вот эти разбийные конувыди, это было все игра в Лукашенко. Такая гибрид Лукашенко, Эрдоган, и где-то подбиралась, кстати, уже путинские замашки. Наступать на свободу слова, тоталитаризм и все остальное. Украина шла медленно, но уверенно к экономическому краху до войны. Сейчас Запад дает деньги. И никакой идеи нет у Зеленского даже сейчас. 15 месяцев войны, каждый вечер эти видосики, пересказ лентой телеграм-каналов новостных. Ничего больше. Никому не говорят, а как вам жить дальше, а что будет дальше. Но все время говорят, что будет победа, контрнаступление. Но если вы уверены в этом, тогда вы должны людям сказать, как они будут жить, дать какую-то надежду, какую-то, как бы сказать, оптимистичную долю, свет в конце туннеля. Никто этого не говорит, но твердят о том, что будет победа. Сейчас сильно долго не хочу останавливаться про Баканова, этого предателя. Друг детства, юрист 95-го квартала, который на должности главы СБУ ничем не занимался, кроме как личным обогащением, бизнесом. Корешился с агентурой ФСБ и завел туда кучу агентуров ФСБ. Это все тоже в расследовании журналистов есть. Дальше будет еще больше скрываться. И сейчас Зеленский что делает? Все засекретил. Баканов, по слухам, ходит в спорткомплекс «Динамо Киев», тренируется в тренажерном зале. Все хорошо. Вам ничего знать не надо. Ничего не надо знать. Кто мы такие, чтобы что-то знать? Пусть гуляет, отмажут. Друг детства все-таки. Ну, предал. Но только сейчас, пока так все идет, что все, кто пришли с Зеленским, никого нету. Где шефиры пропали, посмотрите. Богдана, понятно, потеряли, бортанули. Ну, этого следовало ожидать, так как он себя ведет, тоже 100 раз рассказывал. Все, остался Ермак, с которым они в этот злополучный Оман летали. Там, понятно, были шушу-мушу договоренности, их с Ермаком кинули. Я думаю, Ермак все это организовал. И Оман с этим Кидаловым. Это лично мое мнение, оценочное суждение. И лично Ермак, ну это я правда знаю, отговаривал Зеленского, что войны не будет, давай стройка, давай это, ничего не надо бояться. Короче, все грамотно делал, как классический агент, чтобы привести Украину к краху, в котором мы сейчас оказались. И если вы представляете... Я, кстати, должен сказать, я же вам честно признался, что я не голосовал за Порошенко в 2014 году. Я голосовал за Зеленского вынужденно, против Порошенко. Я знал, что этой гиене нельзя давать на второй срок, как и никому в Украине 2 срока подряд рулить. Только по этому соображению. Ну, случилось то, что случилось. Я знал, что не надо ничего ждать. Это все профанация. Но я, конечно, войны не ожидал. Вот так получилось. Так вот, возвращаясь, что я хотел сказать, не договорил. Хотя бы безвиз и дешевая растаможка автомобиля — это две явных вещи, которые можно поставить в плюс Порошенко. При куче минусов, при том, что он просто обычный негодяй. У Зеленского, я вам честно скажу, даже микро одного под микроскопом найти не могу, честное слово. Даже те вещи, которые он там заикался, налог на выведенный капитал сделать для бизнеса, там что-то еще, какую амнистию капитала, что натворил этот Гетманцев, все провалилось. Я долго думал, я гуглил, может я что-то забыл.
Вообще ничего нету. Вот просто вообще ничего нету. Так они еще сейчас до чего додумались. Мы отстояли свою страну, народ. Как и в 2014 году все волонтеры вытащили. Люди, ну то бишь люди, потому что волонтеры они же воруют. Люди скидываются, там огромная часть воруется. Да и все, или почти все. Так и сейчас все люди, все как в последней серии «Слуги народа» сериала. Золото все на Майдан. Так и сейчас люди. Одни люди в тылу, другие люди гибнут в окопах. Но все достижения себе присваивает Зеленский. Резников рассказывает, как он там в недавнем интервью. Нас чуть ли не захватили, если бы мы вон там, мы в плену, нас бы убили. А вот это, а зелеботы рассказывают, Зеленский же не убежал, какое достижение? А блять еще 35 миллионов людей, то что они убежали, это не является достижением, нет? А кто-то в этот день должен был рожать ребенка и рожал 24 февраля. А кто-то на диализе больной или онкобольной. А где-то маленький ребенок в это время оказался без родителей. А что творилось на пропускных пунктах во время войны? А что творилось на заправках? Что вообще, какой хаос поглотил тогда нашу страну? Это не герои все власть сделала. Так вот запомните, люди, не дайте ему монополизировать вот эту вот славу и геройство. И исключительно ваша заслуга, наша заслуга. Только люди, гражданские или в форме ЗСУ, народ Украины, не Зеленский, не Ермак и не вся эта пи***та. Это я вам ответственно заявляю. Пройдет какое-то время, да, все мы не узнаем, но многие мы узнаем, и вы ахнете, даже зелеботы тогда. Как когда-то ахнут и порохоботы, но про порохоботов сомневаюсь, потому что им уже какие пленки не покажи, все монтаж, все не так, Медведчук врет, ну все понятно. Все понятно. Тоже с Медведчуком он делал бизнес, потому это только единственное, что удерживало Путина тогда от полномасштабного наступления, потому что они прекрасно торговали, тоже договаривались, шахер-махер, все это происходило. Объяснять некому. Я это видео записываю для людей, которые хотят разобраться, без надежды переметнуться на ту или другую сторону порохоботов, зелеботов. Я для вас не работаю. Я работаю для тех, кто разобрался или пытается. Точка. Такие вот дела, друзья. Поэтому на картинке к моему видео против всех. И даже это у нас отняли. То избирательное законодательство, которое в Украине, в котором эксперты не могут сесть вот так вот там на камеру и объяснить, как же у нас избираются народные депутаты. Ну невозможно такая система. Специально. Все специально. Так они у нас украли наше конституционное право против всех проголосовать. Ну все просто тебя поставили, за кого угодно голосуй. Это просто огромная проблема и огромная ошибка. Потому что то, что сейчас происходит, нужно было бы прийти на выборы, поставить массово против всех. Выборы признают недействительными, и история Украины начинается с чистого листа. Когда вы выразили протест, что нам уже эти медийные, узнаваемые не нужны. Нам нужны уже реальные люди, которые не имеют возможность, потому что они под олигархами не лежат, избираться, и чтобы вы выбирали для реальных изменений в стране. А именно изменения системы, не фамилии, подчеркиваю, повторяюсь. Хватит менять фамилии 32 года, систему нужно менять. И вот на этой неделе ожидайте видео мое с планом, пакетом реформ, как я вижу Украину поствоенную, сразу что нужно сделать. Уже сейчас нужно это делать, но это не про Зеленского и не про Порошенко. В данном случае Зеленский при власти, поэтому я говорю про него. То, что нужно сделать. Чтобы это не было так, что критикуешь, предлагаешь и все остальное. Все уже у меня готово, оно ждало своего времени, когда я наберу 100 тысяч подписчиков. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам есть что сказать, пишите комментарии, пожалуйста. Будет интересно почитать. Пока.